Всем привет! Сегодня делимся впечатлениями по фильму «Залог», 2020 год. В главных ролях Сон Дон Иль, Ким Хивон, Ха Джи Вон, Пак Сои. Пак Сои играет девочку. У Ха Джи Вон роль эпизодическая, но она похорошела по сравнению с 2004 годом в Бали. Блин, а я вообще не врубился, что это она. В какой-то момент мелькнула мысль, что похоже на нее. Но лицо будто более вытянутое, что ли. Это, наверное, из-за прически. Да и выглядит слишком молодо. И, соглашусь, красивее. Я подумал, ну, какие-то общие черты, а потом вообще до конца фильма об этом не вспоминал. Залог в гражданском праве – имущество или другие ценности, находящиеся в собственности залогодателя и служащие частичным или полным обеспечением, гарантирующим погашение займа. Итак, сюжет. Два друга-коллектора бегают за должницей, пытаясь выбить из нее долг. Она этническая кореянка из Китая, находящаяся в Корее. Муж умер с ее слов, у нее дочь лет 6. Отчаявшись, два друга забирают у должницы дочь в качестве залога. Казалось бы, все понятно. Сволочи-коллекторы за деньги готовы на все, даже на то, чтобы забрать дочь у матери, но не торопитесь с выводами. Мы хотели бы взглянуть на это глазами коллектора. Итак, заемщик берет в долг у кредитного учреждения или у физического лица некую сумму, которую обязуется вернуть через определенное время, но с процентами. Проценты могут быть грабительскими, но они сразу оговариваются, то есть заемщик знает, на что он идет. Таким образом, у заемщика два варианта. Отдать сумму долга с процентами в положенное время и не запятнать свою кредитную историю. И второй вариант – не отдать и быть преследуемым коллекторами со всеми вытекающими. Смотрю ли я фильмы, слушаю ли разные истории, но наше общество настроено однозначно против коллекторов. Но для кредитного учреждения процент – это доход, под который планируется определенный расход, например, зарплата сотрудникам, и это в фильме звучит. Я вспоминаю 90-е годы, когда заемщик не мог погасить проценты, и основной долг, зарплату сотрудникам выплачивали залогом, а именно тканью, мукой, тушенкой, стиральным порошком и так далее. Поэтому надо все просчитать. Если не сможешь вернуть долг, не надо брать взаймы. Не будем забывать, что очень много людей заведомо знают, что не вернут долг, но берут, чтобы одурачить банк. Есть банки, выдающие кредиты небольшие суммы без залогового обеспечения. Потом они бегают за клиентами, выбивая долги, и чаще безрезультатно. Но, к несчастью для недобросовестных заемщиков, появилась единая база для банков с информацией о кредитной истории. И те люди, которые не погасили долг когда-то, больше никогда не смогут получить кредит. Это теоретически, ну а практически всегда и везде есть мошенники. Вернемся к нашему фильму. Коллекторы оказались очень порядочными людьми. Они воспитали девочку как родную, отправили в первый класс. Она отучилась, а мама так и не появилась. Впоследствии выяснилось, что она тяжело больна. Зато появился папа, когда девушка уже не нуждалась в нем. Маленькая девочка в кадре была очень органичной, и мои слезы – это ее заслуга. Она так плакала по своей маме, что невозможно было не поверить ей. Да, девчонка хорошо играла. Все время об этом думал. Как от ребенка можно было добиться такого? Талант, наверное. В общем, много приключений выпало на долю маленькой девочки, но с помощью коллекторов отцов они все были успешно преодолены. Фильм очень трогательный, из которого следует, что коллекторы тоже люди. Мне понравился эпизод, когда папа достает из заначки в носках деньги, рассчитывая за CD-диск. Кто из нас так не прятал деньги? Очень смешно. Нужны были носки с тугой резинкой в самом верху, иначе деньги поднимались и норовили выпасть. Приходилось постоянно контролировать. Но в фильме деньги были у пятки, то есть, по сути, в ботинке. Так можно их порвать, не знаю даже, неужели так кто-то делал. На мой взгляд, 80% успеха фильма лежит на девочке. Ну правильно, ее же больше всех показывают. И почти все эмоции через нее идут. В череде таких фильмов, казалось бы, ни о чем. Этот фильм я бы отметила и посоветовала посмотреть. Недавно я посмотрела фильм «Ты мое сокровище». Сюжеты очень схожи. Там и там девочки примерно одного возраста. В «Сокровище» звучит проблема невидящих и неслышащих детей. В «Залоге» проблема детей, оставшихся без попечения родителей. Там и там матери-одиночки. Но одна история тронула меня, а другая нет. Вот такие вот пироги. Залог почти 2 часа идет. Сначала я думал, разделю на 2 вечера, но остановиться не смог. Ожидал, что сюжет будет страшнее, жестче. Но в общем можно сказать, что все хорошо, и фильм скорее добрый. Тем не менее было очень интересно. История незаезженная.
Девочка называла коллекторов дядями, но однажды после встречи с биологическим отцом, которого нашли по просьбе умирающей матери, она позвонила дяде и впервые назвала его папой. Ну как тут не расплакаться? В кадре плакал коллектор, за кадром вместе с ним я. И еще сказав отцу, что едет на вечеринку, она поехала на подработку, чтобы заработать отцу на новые туфли. Правильная девочка выросла. Ну, не знаю, если человек носит старую обувь, значит так надо. Деньги уходят на что-то более важное. Мне кажется, надо было заработанные деньги отдать отцу. Из-за новой обуви жизнь проще не становится. Так вот, когда он поехал забирать ее после встречи с родным отцом, он попал в аварию и пропал без вести на целых 10 лет. Я не понял, зачем он оттуда уехал. Он же ее привез навстречу. Почему не дождался? Якобы он полагал, что теперь она будет жить с родным отцом. После одной встречи такие решения не принимаются. Для нее это кто-то чужой. Глупо этот момент выглядит, какая-то нелогичная дыра в сюжете. Не хотел ждать, тратить время, нужно было договориться, что он назад на такси. Чё он туда-сюда ездит, чё она ему звонит? В финале они его находят в доме престарелых, он напоминает овощ, дочь называет его дядей, но через несколько минут все-таки называет папой и ставит перед ним эти самые новые туфли. И когда идут титры, отец ведет дочь передавать жениху в новом костюме и в тех самых туфлях или туфлях. На сегодня все, всем пока. Пока. В туфлях, наверное.